Это Иван Жданов, очередная сводка новостей войны. Сегодня 31 марта, и военные действия продолжаются уже 36 дней. От Путина отказались даже не трепко. Россия выводит войска из Припяти, а газ вновь можно оплачивать не рублями. Обо всем этом, а также о Путине, которого обманывают собственные советники, мы поговорим буквально через минуту. Но сначала ужасающие кадры из Харькова, где вчера поздно вечером произошел мощный взрыв. Горит. Да нет, занят. Грады вышли за окружной, не так далеко было видно. Зарево было видно за несколько километров от города, хотя точное местоположение пожара не называлось. Позже сообщили, что горит поврежденный газопровод, и, судя по мощному пламени, это похоже на правду. К утру стало известно, что, судя по всему, горел городской газопровод в Салтовке. Есть видео последствий. Вообще, после заявления о сокращении военной активности в районе Киева есть подозрение, что приоритетной целью становится Харьков. Кремлевские источники теперь пишут о националистах именно в Харькове. Дошло до того, что Бастрыкин поручил фиксировать факты угроз жителям Харькова от, знаете кого, летучих эскадронов смерти из националистов. И именно такая же подготовка информационная была перед оккупацией Мариуполя. Также была повреждена нефтебаза в Лисичанске. Все это последствия ударов российских ракет. Очевидно, что топливная инфраструктура стала главным приоритетом для российских войск на этой неделе. Несомненно, другой приоритет сейчас — это взятие Мариуполя. Атакующие постепенно продвигаются вглубь города, и по некоторым данным группировка обороняющихся уже рассечена на 2 или даже 3 части. Украинцы заявили, что заняли 3 села в Херсонской области. Освобождены Орлово, Заградовка и Кочубеевка. Вот на карте мы показали это место кружочком. Становится чуть более понятна расстановка сил в этом районе. На севере российские войска остановлены на границе Херсонской области. В центре они контролируют Снегиревку, а дорога из Херсона в Николаев занята наполовину. Продолжаются бои в районе Чернигова. Там ВСУ освободили село Слобода. Это неподалеку от города. Судя по всему, Чернигов не полностью окружен, и дорога на Киев под контролем Украины. Из Слободы мы получили вот такие кадры. Очередной горящий российский танк. А всего за эту войну Россия потеряла не менее 330 танков. Это примерно 10% от вообще всех танков, которые были у российской армии. Конечно, есть те самые танки на хранение, законсервированные на складах. Однако уже появились сообщения, что когда для пополнения хотели расконсервировать часть танков, выяснилось, что они стоят без запчастей, все разворовано. Совершенно неудивительно. Не будем забывать, что на консервации стоят Т-64, Т-72, Т-80 старых модификаций, которые в современном бою не могут противостоять современным системам Джавелин и НЛО. Украинские танковые части тоже несут потери, но значительно меньшие. Всего 80 танков. Это в 4 раза меньше, чем у России. И, судя по всему, сбит второй Байрактар. Появилось фото. Вчера также появилась информация, что в Гомель привезли облученных российских солдат. Это сообщил член Общественного совета при управлении зоны отчуждения Ярослав Емельяненко. Еще 29 марта Рейтер сообщал, что при проезде через общеизвестный Рыжий лес, радиационный Рыжий лес, российские войска подняли в воздух опасную радиоактивную пыль. Ну или, не знаю, может, они грибов там радиоактивных поели каких-то.
Американские спецслужбы рассекретили доклад о том, что Путин ничего не знает. Точнее, ему докладывают далеко не всю информацию о том, что происходит на войне. И в результате растет некое напряжение между Путиным и военным. Мы еще с первых дней войны говорили примерно то же самое, что генералы боятся докладывать Путину о проблемах, перекладывают ответственность друг на друга и на Шойгу. Но и тот боится, в итоге информация не доходит. Кроме того, Путин же общается не только с военными. Есть разные группировки вокруг него, и они постоянно борются между собой и перекладывают друг на друга ответственность. Стараются говорить только то, что Путин хочет услышать, или ту информацию, которая поможет уничтожить другую группу. Во многом поэтому решения и заявления Путина часто выглядят абсурдными, оторванными от реальности. То так и есть, он максимально оторван от реальности, сидя в своем бункере. И тем не менее, я думаю, что вот эти разные группы докладывают ему какую-то общую картину, и он во всем виноват. Не нужно говорить от того, что Путин вот сидит, вот такой вот царь, который ничего не знает, а ему не докладывают. Нет. Только Путин, лично Путин отвечает за эту войну и за каждую жертву на этой войне, ну, только Путин. И генералы вокруг него, и кто поддерживает активно эту войну, тоже несут ответственность. Но не только Путин плохо информирован о войне. Многие жители России тоже до сих пор не понимают, что происходит. Согласно новому опросу Левада, в стране растет поддержка Путина. Но не надо на это смотреть и верить сильно этим цифрам. Во-первых, посмотрите, как выросла поддержка Жириновского. Того, который с середины февраля лежит в больнице, а вероятнее всего уже умер. Это многое говорит о подобной социологии, что, может быть, мертвого Путина будут поддерживать даже больше. И есть еще одно простое объяснение. Люди боятся. Они боятся честно отвечать на острые политические вопросы. Хотя, конечно, есть и те, кто войну поддерживает, не зная всей правды о ней. Всю правду о происходящем отлично понимают в окружении каком-то. Например, оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после вторжения России в Украину написала пост с осуждением войны. А я напомню, что Анна Нетребко была доверенным лицом Путина и даже сфотографировалась с флагом Новороссии когда-то. Еще 28 февраля Метрополитен опера расторгла отношения с Нетребко. Также отказалась работать с певицей Баварская опера. Видимо, Нетребко поняла, что концерты и творчество ей дороже, чем Путин. Ну или увидела курс евро, она ведь в Австрии живет, и получает зарплату в рублях, ну не очень выгодно. Не хотят иметь дело с рублями и немецкие газовые компании. В прошлых выпусках я рассказывал, что на требование Путина платить за газ в рублях основные импортеры послали российского президента вслед за российским кораблем. И вот риторика уже сменилась. Теперь можно платить в евро через Газпромбанк, а уже он будет менять евро на рубли. То есть, по сути, ничего в торговле газом не поменялось. Деньги для Путина оказались важнее принципов, впрочем, как и всегда. Мы продолжим рассказывать вам о событиях на войне вокруг нее. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, это важно для распространения. А в 19 часов не пропустите наш ежедневный вечерний эфир. В конце хочу показать вам видео из Красноярска, где идет борьба ни много ни мало с финансированием из США. Происходит в Красноярске. Этим смелым верховенцам я хочу начать спецоперацию по изгнанию из России. И я призываю уйти с рынка, так как эта франшиза платит отчисления США. Президент, который открыто заявляет о том, что хочет разрушить наши